Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Итак, сегодня вторая рука моей интересной клиентки. Как вы уже слышали в предыдущем ролике, клиентка у меня новенькая, пришла первый раз, сразу же захотела две разные руки, потому что эта клиентка работает вместе с другой моей клиенткой, уже смотрела ее ногти, ей все нравилось. В общем, история запутанная, тем не менее, человек попал ко мне, захотел две разные руки. И изначально, выбирая оттенок для своих рук, она говорила, что она любит более спокойные и нежные цвета. И после того, как мы сделали ей первую руку, я услышала от нее комментарий, что слишком светловато, хотелось бы немножечко поярче. Но при этом яркие цвета, которые представлены на моих палитрах, на моих выкрасках, ее напрягали, она их боялась. То есть у меня получается клиентка с двояким ощущением. Ей хочется поярче, но при этом она боится, не слишком ли ярко ей будет. Поэтому мне, как мастеру, пришлось принимать решение, сделать ли этой клиентке то, чего она боится, или все-таки пойти у нее на поводу и сделать более спокойный вариант. В данном варианте я сделала нечто среднее, но об этом мы поговорим с вами конкретно на дизайне. Сейчас же мы делаем подготовительную работу. Как обычно, мы сняли предыдущий материал, подготовили ноготочек, наносим моделирующий гель, какие-то трещины заложили при помощи стекловолокна, это вы тоже видели в предыдущем ролике. Если не видели, обязательно посмотрите. Ну и как обычно, после просушки всего этого безобразия быстренько основную часть грязного материала снимаем фрезером, а остальное допиливаем пилочкой. Уже на этом этапе мои клиентки замечают разницу между тем, что у них было и что стало, потому что материал, который вы опиливаете, смотрится совершенно иначе, чем неопиленный материал. Та же самая база для гель-лака. Вот хоть убейте меня, я готова выслушать кучу тапок в свой адрес, но я считаю, что база для гель-лака убила ногтевую индустрию, потому что слишком просто все стало и слишком неправильно пользоваться базой для гель-лака, потому что ее никто не пилит, вот такие вот отекшие в бока ногти оставляют в принципе все. Другое дело моделирующий гель, который отлично носится, на любых ногтях не скалывается, нигде не гнется, никакие трещины не дает. При правильной подготовке ногтей он нигде никогда ниоткуда не отслаивается. В общем, моделирующий гель для меня это панацея от всех бед. При этом он еще и менее аллергичен, чем гель-лаковые материалы. Но, заметьте, я не говорю, что он гипоаллергенен. Нет, это аллерген, тот же самый. Пыль у него довольно-таки аллергичная, но тем не менее это менее аллергично, чем гель-лаковые материалы. Итак, возвращаемся к запросам моего интересного клиента. В данном случае для того, чтобы сделать ей то, что ей понравится, то, что ей покажется довольно интересным и примет ее организм и психология, был выбран вот такой вот очень симпатичный светло-розовый оттенок. Вот казалось бы, да, я говорила о том, что я клиенту предложила что-то яркое, что-то радикальное. Но на самом деле основной цвет мы выбрали такой же спокойный, как и на предыдущей руке. Очень симпатичный пастельный оттенок розового. Он слегка ярче, чем камуфляжик, который мы сделали на предыдущую руку. То есть уже немножечко разбавляет все происходящее. А вот в качестве ярких акцентов и яркости вообще в целом, два пальца под дизайн мы покрыли блестками. То есть самое яркое, самое акцентное мы сделали именно при помощи блесточек. Блесточки покрываем в два слоя и на них будем рисовать китайскую роспись. Опять же, это клиентка в разговоре, то есть я 2 часа сижу с человеком, я с ним общаюсь, поднимаю разные темы, спрашиваю, выспрашиваю. И я обратила внимание на то, что человек сказал фразу, что цветочки она любит при любых раскладах, то есть под любым соусом нарисуйте мне цветочков.
На прошлой руке мы нарисовали ей стилизованные цветочки в кружеве, на этой руке мы рисуем ей китайскую роспись. Да, кто-то скажет, что это устаревшая техника, но на самом деле, опять же, готова принимать тапки в свой адрес, но я считаю, что китайка не устареет никогда, потому что вот такое вот богатство одним мазком кисточки не сделаешь больше ни в какой технике росписи. И китайка совершенно не ограничивается цветочками, ею можно рисовать кружева, можно рисовать какие-то потрясающие абстрактные дизайны, ею можно рисовать минималистичные какие-то элементы. Ну, как бы минимализм и я это несовместимые вещи, но тем не менее можно. Поэтому как техника китайская роспись никогда не устареет, и вот такие вот простые цветочки тоже всегда понравятся вашим клиентам. Вот напишите мне в комментариях, кто из клиентов будет против таких цветов. Вот я не знаю, например, я у себя ни одного такого клиента не встретила, который бы сказал: нет, фу, мне вот это вот не нравится категорически. А нет, сори, у меня есть Марина, которой категорически не нравятся вообще какие-либо цветочки. То есть вот что-то похожее на цветочки все-таки у нее вызывает отторжение. Но если человек не против цветов в целом, то он всегда будет за цветы китайкой. Мы же тем временем набросали цветочки, вырисовываем серединки. Для того, чтобы серединки тоже у нас были довольно интересные, мы сделали желтенький подмалевочек и потом делаем свет и тень на серединке. Тень мы делаем оранжевым цветом, который мы смешали, желтый, вот тот вот бордовый, который у нас использован в цветочках. Свет мы делаем при помощи смеси желтого цвета и белого оттенка, то есть получаем светло-желтый цвет, которым выстраиваем светлые места в своих серединках. Благодаря тому, что серединка проработанная, даже вот такой вот совершенно простой цветочек смотрится уже сложнее и интереснее. Ну и, собственно говоря, перекрываем все это финишным покрытием, хорошенечко просушиваем и приступаем к прорисовочке. Тоненько беленькой красочкой обводим наши цветочки, добавляем точечки по фону, получаем вот такой вот ситцевый принт. И кто-то в этом месте может начать возмущаться, что это не зимний дизайн. Я с вами совершенно согласна. Никакого отношения к зимнему дизайну это не имеет. Но, тем не менее, это все-таки красиво. И клиентка моя осталась довольна. А для нас, для мастеров, это, в принципе, самое главное, насколько я понимаю. Итак, у нас получились вот такие ноготочки. Две руки вместе я вам обязательно покажу у себя в Инстаграм. Зайдите, посмотрите, там будет все показано.
Если вы не подписаны на мой инстаграм, обязательно подписывайтесь, потому что там много интересного. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!